В небольшой кофейне царила привычная атмосфера. Одни работали за ноутбуками, другие наслаждались кофе и пирожными. У окна, рядом с витриной десертов, сидела женщина по имени Эмили в инвалидной коляске. Ее лицо было спокойно, взгляд сосредоточен, словно она находилась в своем мире. Неожиданно дверь с шумом распахнулась, и в зал вошли трое подростков. Громкие, дерзкие, полные неуемной энергии. Проходя мимо Эмили, один из них, по имени Оливер, усмехнулся и бросил что-то приятелям. Те разразились язвительным смехом, нарочно громким, нарушившим тишину кофейни. Сев за соседний столик, они начали отпускать колкие замечания в ее сторону. Посетители отводили глаза, делая вид, что ничего не слышат. Эмили сидела неподвижно, лишь крепче сжимая пальцы. В этот момент вошел высокий мужчина в темном пальто. Его шаги были уверенными. Он сразу направился к Эмили, наклонился, тихо что-то сказал и мягко коснулся ее плеча. Затем выпрямился и окинул взглядом зал. Его глаза остановились на подростках. Лицо казалось спокойным, но в этом спокойствии чувствовалась угроза. Мужчина достал из внутреннего кармана удостоверение. На обложке отчетливо читались слова, знакомые каждому. «Служба безопасности». Подростки тут же замерли. Их бравада испарилась. Оливер попытался изобразить улыбку, другие опустили глаза. Мямля извинения, они поспешили выйти и почти бегом покинули кофейню. Когда дверь за ними закрылась, в помещении воцарилась тишина. Мужчина сел рядом с Эмили. В ее усталых глазах мелькнуло облегчение. За окнами падал мокрый снег, люди торопились по скользкой мостовой. А внутри, за широкими окнами, сидели двое, молча, рядом. И этого было достаточно.